В целом, как бы ситуация здесь, как у нас военная, говорит, стабильно напряженная, воюем. Но вот поскольку я здесь сам нахожусь на Авдеевском направлении, большую часть времени, и именно глубоко сижу в нашей Славянке, я хочу сказать, почему. Я сейчас повторю, Славянка — это первая славянская бригада, это такая рабочая лошадь на этом, лошадка, да, на этом направлении. Мы все время здесь, наши бойцы все время воюют, идут в атаку, отбивают позиции, занимают там, украинцы все контратакуют. И вот тот контрнаступ, который сейчас вот происходит в Запорожье, он ничем не отличается от тех событий, которые здесь идут горячие, да, которые идут здесь в Авдеевке, и которые идут маленькие, да, то есть ничего страшного не происходит, обычно такое рутинная работа, да, то есть, по крайней мере, вот, с точки зрения вот здесь человека, который находится на фронте, именно с, скажем, в нашей такой серьезной рабочей бригады переднего края, да. Поэтому какой-то катастрофы, что сейчас пытаются украинцы изобразить, нету, да, поэтому как бы не надо переживать, все идет как бы нормально, серьезно, да, это не означает, что все здесь играючи, да, но происходит тяжело, конечно, мы несем потери, иногда чувствительные достаточно, но и вот общался здесь специально на передке, как бы, которые, да, ну, то есть бойцы уже такие, люди уже поймали кураж такой, да, вот злой, такой, то есть, думал, все, украинцам тут это тяжело, очень тяжело будет, да, вот такую армию, которая как бы потихоньку, понемногу набирает такой серьезный тонус, да, мы действительно строим сейчас вот здесь лучшую армию в мире, потому что, я, честно, даже не знаю, кто там сейчас вот может с нами сравниться вот именно с той армией, которая сейчас у нас здесь стоит, как бы, на Украине, да, как бы ведет эту войну. Идеально для утилизации украинских войск вот это все, то, что происходит, конечно, так немножко с юмором рассказывают, а на самом деле такие тяжелейшие бои, да, но тем не менее вот процесс-то вот в эту сторону все развивается, то есть мы успешно утилизируем их, скажем, лучшие войска. Что вот еще здесь, скажем, мы уже говорили как бы о том, что вот особенности их действий по стандартам НАТО. Но вот что еще удивляет, что вообще много как бы было вопросов, почему они решили, что они вот так легко преодолеют вот эту мощную линию укрепления. Ну, оказывается, ну, вот оцените красоту игры, что называется, да, вот так они свои стратегические расчеты строят, да, как бы натовские стратегии. То есть они изначально заложили стратегический план, то, что русские побегут. А почему побегут? Ну, типа вот мобилизованные неплохо как бы воюют, да, считаю, ну, они считают, да, и был такой случай, что вот там, как бы в Харьковской, как бы наступательной операции, там, отличился, в кавычках, 70-й полк, как бы мобилизованный полностью, да, они с боями отступали, ну, и вот, типа, они не удержатся тоже и ударят. И они, вот, кстати, Макарова, и вот Андреевский выступ, они ударили как раз по позициям 70-го полка нашего. Там, во-первых, не только 70-й полк находился, а во-вторых, они ударили, а наши мобилизованные-то они побежали, да. Ну, чтобы вы понимали, в первой линии, скажем, передовых дозоров всегда стоят у нас не самые лучшие войска, да, самые лучшие чуть-чуть в глубине держат. И вот, во-первых, как бы во время этого удара 70-й полк вообще и все остальные не побежали, это раз отдали такой серьезный отпор, то есть это совсем не те мобилизованные, которые были у нас зимой, да, и, то есть, как бы здесь качественный рост, как бы, наших войск на лицо, да, наших бойцов, раз, да, а во-вторых, а почему вот украинцы думали, что мы резервы не подтянем, да, я хочу сказать, что я еще говорил вам, что у нас сейчас качество войск таково, да, ну, что на каждом участке есть резервы переднего края, есть резервы более глубоким тылу, которые стоят, да, так, видимо, готовятся как раз они к наступательным действиям. Вот так вот туда и подошли резервы переднего края, да, к этому Макару, когда он наступил, по-настоящему они втянулись в этот выступ. Я еще раз говорю, что они, вот на этот Бременский выступ, наши дают наступать им только узким фронтом, 5-6 километров, то есть такой мешок формируют. И как только они втянулись в этот мешок Макарова, да, то и подошли наши резервы ближнего края, а это на минуточку была как бы, прошу прощения, без как бы, одна из самых наших таких серьезных бригад, это в Морпехе, так называемая Камчатская бригада, ну, ребята там вообще действительно просто черти, да, они там их, ну, очень красиво работают, причем эта не бригада подошла, там один батальон работает под Макарова, да, и они просто, как бы, взаимодействие с другими нашими частями, просто как бы, там, сотнями и сотнями уничтожили в этом Макарова этих украинцев. Ну, и точно такая же ситуация произошла там под Пологами в первый день наступления, там подошли как бы на помощь переднему краю, тут же подошла бригада добровольцев, царские волки, их сейчас называют, а если помните, это первый добровольческий казачий кубанский корпус был, да, кубанского войска назывался, мы снимали очень много, это наши друзья, большие патриоты. Командир, мы его очень много снимали в Устине. И вот они сейчас подошли на это направление, дали тоже прикурить. Ну а в Пятихатках, да, там вообще произошло то, что они бросили туда тоже очень серьезные силы. Это уже Пятихатки, эти, смотрите, они левее от Орехова. Как бы там атаковали тоже несколько элитных бригад одновременно украинских. Ну и навстречу выдвинулась вообще там такая наша часть нашей 22-й бригады специального назначения, это бригада ГРУ, да, которая тоже от них там не оставила камня на камне просто в этих Пятихатках. Пятихатки, они вообще очень такое, чтобы вы понимали, что там происходит. Они такая классическое небольшое село, растянувшее вдоль дороги, да, и с одного конца к нему как бы оно переходит такой лесной массив, как раз западного. Ну, небольшой там вот кустарник, такой вот зеленый, грубо говоря, да. И они по этой зеленке подошли, к Пятихаткам заняли окопчик на западном направлении, и на западном крае села, и тут же начали, вот в этом окопе очень смешно фотографироваться с флагом, докладывать, что вот они захватили это село, то есть у них прям жажда каких-то побед очень большая идет, не хватает им, видимо, вот этого всего, очень доказать, что они, в общем, умеют что-то делать в наступлении. Но их снова накрыли артой, снова как бы подожгли солнцепеками, их потом 22-я бригада просто, опять же, их зачистила, и так несколько раз продолжается, так они продолжают действовать эти Пятихатки, класть людей, да, туда как бы происходит это все, да, идет. Но вот это в окопчике, о котором я говорил, да, то, что вот там происходит, там действительно очень страшно. Там трупы украинцев лежат уже несколько слоев. То есть и даже украинцы даже не почешутся, продолжают гнать людей вот в этот, на смерть, на убой, вот на это все, да. То есть я подчеркну, что вот, это всего лишь небольшие села. И действительно они уже, ну, как минимум, ну, называется цифру 7 тысяч человек, но на самом деле, судя по всему, намного больше. Мы раненых не считаем, да, как бы минимум 7 тысяч, это по нынешним временам, для них это минимум 2, там, а то и 3 бригады их, да, как бы, которые погибли. Это чисто только, как бы, смерти, да, люди, которые погибли, то есть раненые, сколько выведено из строя, там вообще без счета. И есть еще же Северодонецкое направление, село Северодонецкое, это на стыке Запорожской и Донецкой области, где они тоже пытаются атаковать, и там огромное количество уже погибших у них лежит. То есть это, на самом деле, ну, все 3 направления, которые я говорил, это целью является у них прорыв на Токамак, ну, в более широком смысле они хотят, видимо, зайти на Мелитополь, и дальше Токамак, Мелитополь, и дальше перерезать как раз сухопутную дорогу на Крым. Но если у них вот
они декларируют там 7 или 6 заняли небольших деревень, да, и у них на это ушло 2 бригады, а там до Мелитополя вообще-то десятки населенных пунктов еще надо пройти, а сам Мелитополь не очень маленький город. С чего они взяли, что они смогут вот так вот с этими силами, которые у них есть, дойти вообще до Мелитополя, там, как в том анекдоте, пока они доедут до него, одни уши останутся, да, от этих бригад. А вообще-то им это еще надо не просто захватить, а удержать это все надо. Но сейчас вот, как бы, если мы продолжим том, вот, как в прошлом отчете сводки я говорил, если продолжить перечислять вот особенности вот этого их боевых действий, да, они же там год строили украинскую армию по стандартам НАТО, да, но вот, допустим, уже первая особенность, которая четко было видно, что они совершенно, у них нет инженерно-технических частей, саперных частей, да, то есть бригады полностью некомплектные. Про то, что у них там ПВО нету, про то, что у них нету авиации, это уже все, наверное, говорили. А вот, допустим, такая особенность, оказывается, у них все солдаты идут в бой без командиров. То есть они, оказывается, по стандартам НАТО, вот как рассказывают сами украинцы пленные, да, оказывается, все командиры должны, там, батальонного, ротного даже уровня, должны находиться в бункере где-то далеко от линии фронта и командовать ими там по связи, да. То есть у них, на что у них такая надежда была у этих натовцев, то есть у них есть там американская вот эта интересная типа программа, крутая, которая рисует поле боя в трехмерном, как бы, в трехмерном разрешении, да, трехмерное поле боя рисует, и офицер сидя в бункере, попивая чаек, значит, там стрелочками командует своими подразделениями, а те ему по связи докладывают об изменении там, по видео, трансляции изменения позиции. Но это же как бы концепция, она очень, видимо, хорошо у них, при том, что она действительно сама по себе сложна, да, как бы, если серьезно театр боевых действий, даже в трехмерной позиции тяжело очень командовать в этой позиции, да, но это, она работает против технически слабого противника. А как только украинцы подходят к линии фронта, тут же начинают боевое столкновение работать рэбы наши, да, начинается очень серьезный обстрел, то есть вся их вот эта система коммуникации накрывается, где-то связь пропадает, где-то она искажается, плюс обстрелы начинаются. А вот что интересно, они на полном серьезе считают, что вот выдвинутые, как вот они воюют, да, то есть, а у них есть, оказывается, нормативы какие-то временные, там, не очень большие, там, сутки, допустим, то есть, например, вот они говорят, вот эта слабо укрепленная позиция, вы должны ее за сутки преодолеть. И солдат идет не под командованием как бы офицеров в бой, да, его ведут, а они их выбрасывают вперед и говорят, вы там, без всякого плана, вы проявляете инициативу и за сутки должны взять. То есть, понимаете, просто вот такую общую задачу ставят, и при этом украинцы идут вперед без какой-то глубокой разведки наших позиций. То есть, они знают только вот, передние, как бы, то, что они наблюдали несколько месяцев за ними, да, они знают обстановку только вот именно на этих форпостах. Как бы. А вот чуть когда дальше они выдвигаются в сторону Макарова, допустим, да, или в сторону там, Пятихаты, да, то тут же у них начинаются проблемы, потому что они вообще не понимают как бы расстановку сил с нашей стороны на поле боя. И они вынуждены огонь вызывать на себя, как бы, да, то есть, ну, в прямом смысле, то есть, платить жизнью за то, чтобы понять, где у нас какие огневые точки находятся. То есть, вот, еще раз, это особенность их дара войны, то есть, они, офицеров, которые должны руководить непосредственно подразделениями, они держат далеко от линии фронта. Опять же, в отличие от наших офицеров, которые регулярно появляются от нашей школы, да, которые регулярно появляются до самых старших офицеров на переднем крае и сами смотрят за ситуацией, да. Плюс они без разведки посылают своих солдат в бой глубокий, да, и плюс они как бы вообще надеются не на, скажем, какие-то средства поражения, а именно просто на, ну, или на план какой-то войны, да, четкий, а просто ставят задачу проявить инициативу, захватить, не знаем как, вот это село. Понимаете, ну и то, что у них разбегаются солдаты, то, что они гибнут, ну вот прямой результат таких странных действий натовцев, да, которые тут происходят. Ну, конечно, нельзя тут не сказать, что очень странная вот эта ситуация с бронетехникой. Вот еще один момент, который характерный, но это уже чисто украинский, по-моему, момент. Мало того, что вот они вот такой серой массой там странно очень гонят солдат вперед, опять же, без разведки, без командования, непосредственно руководства командирами, да. Вы представляете, связь заглушили, и солдаты без вот этого бегают на передке без какого-то руководства, да, ну это вообще безобразие, как бы, с нашей точки зрения у нас это вообще невозможно, да. Ну и плюс здесь ко всему этому как бы огромная роль сыграла вот эта странная вера украинцев уже, да, в эту чудо-технику так называемую. То есть такое магическое мышление называется в психологии, да, когда, ну, они какие-то чересчур надежды необоснованные возлагают на какую-то, там, не знаю, очередную, прошу прощения, вундервафлю, да. Но у них уже 100 раз они на этом обжигались. То есть сначала, помните, у них вот эта святая джавелина была, вообще додуматься до этого надо было, да, там, как бы считаться, что джавелины это вообще оружие победы, да, какое-то обычное там средство поражения на поле боя, да, и причем они даже не думали, что у нас намного больше таких средств поражения туров наших корнетов, допустим, да, идет на поле боя сделано, и они более эффективны. Нет, это вот великая вера, что всем нашим танкам придет хана, просто потому что у них есть джавелины. Хотя, опять же, они, кстати говоря, не очень хорошо себе показали, достаточно джавелины, да, но про это они как-то забыли. Потом эти хаймерсы, которые тут должны были дать всем нам прикурить. Ну вот хаймерсы, ну есть хаймерсы, да, остатки единиц. Сейчас они судорожно их прячут, боятся применять, потому что мы уже так и проверили, что у них единицы остались, судя по всему, да, потому что даже хаймерсы, чтобы вы понимали, они должны были вот в этом наступлении как бы нивелировать наше преимущество в авиации, наносить удары вглубь нашей, скажем, территории. Ну да, они какие-то потери нанесли нам, это, ну, они совершенно, то есть, видите, они совершенно не сыграли свои роли вот в этом контрнаступлении, украинском, по крайней мере. Теперь у них вот были там огромные надежды, они прям слюной из заклепы сходили про эти леопарды, про эти Брэдли, да, ну вот сейчас вот даже немножко смешно вспоминать вот эти эксперты, которые там кричали, что леопард это невероятно живучая техника, потому что вот в наших танках бойцы сидят на боекомплектах, то есть там карусель находится, да, и действительно в корпусе боекомплект спрятан наш, как бы, и поэтому вот это очень уязвимо, да. Но вообще, на самом деле, корпус это самое укрепленное место в танке, да, а они вот видите ли, в чем преимущество якобы леопарда, они боекомплект разместили в башне, и вот специально вот в этом хвостовом отсеке, который сзади, огромная дура, которая нависает, да, из-за этого как бы она отстреливается, и поэтому экипаж типа остается всегда живой. Но при этом как-то все забыли, вот, что эти бои показали, что вот эти башни, они, во-первых, огромные, да, это отлично мешали, легко не нацеливаться, да, получается, это площадь в 2-3 раза больше, чем у нашей башни, нашего танка, да, в приземистого нашего танка, там не попадешь. Она высокая, огромная, да, как бы, и плюс там самое слабое бронирование, ее сейчас называют даже такой термин появился, бумажная броня. То есть это, ну, это что за такая танковая мысль, да, такая гениальная придумка, потому что там в клочья разлетаются все эти леопарды, а вкупе с другими недостатками этой машины, да, то есть тяжелая, у нее скорострельность слабая, вот именно из-за того, что ручная зарядка, да, идет, то, что 4 человека экипажа, там, все это, ну, это все катастрофа просто на поле боя из-за этого происходит, да, то есть они элементарно какие-то вещи не продумали, и все равно украинцы, вот даже, да, понимая это все, видимо, тут, ну, у них нет, тут, ну, военные у них свои же присутствуют, они понимают, что это все опасно, да, и они все равно продолжают как бы гнать